Привет, друзья, привет, враги, привет, подписчики, привет также всем, кто случайно напоролся на это видео. Меня зовут Олег Кашинцев, и я по-прежнему все такой же майор полиции в отставке. Сегодня я решил записать это видео и обратиться к сотрудникам силовых органов, ну, точнее, к сотрудникам МВД. Господа офицеры, а я надеюсь, там такие еще остались. Вы, наверное, забыли, для чего вы на самом деле пришли на эту службу. Вы, наверное, забыли о присяге, которую вы давали. Ну а я напомню вам, если вы, например, достаточно давно уже служите в этой системе, то вы давали присягу служить закону и служить народу. Если же вы относительно недавно пришли в эту систему, то вы давали примерно аналогичную присягу, то есть служить закону и служить России. Так вот, скажу я вам, что Россия, законы, а также та шайка преступников, которая захватила власть в России, которая ее удерживает, это совершенно разные вещи. И не стоит их отождествлять, не стоит ставить между ними знак равенства. Вы не должны служить власти, вы должны служить, я напомню, закону и народу. Закону, который не нарушает конституционные права граждан, и который не противоречит Конституции. Вы всего лишь представители власти, которая должна работать на людей. Поэтому не забывайте, пожалуйста, о присяге и не забывайте, пожалуйста, о цели нахождения, о настоящей цели нахождения вас в органах. Я также напомню вам, что в настоящее время у власти в России находятся уже официально признанные международные военные преступники. Так, например, человек, который называет себя президентом России по фамилии Путин, он в настоящее время разыскивается Международным уголовным судом за совершение военных преступлений. И я надеюсь, что вам на оперативках об этом говорили и доводили ориентировку по поводу него. Так что, если случайно его встретите, то, пожалуйста, задержите и арестуйте его, и передайте потом в Гаагу. Ну, либо отдайте его мне, я уж туда его как-нибудь, надеюсь, доставлю. Вот. Глядя на все то, что происходит в последнее время в России, а именно на то, как сотрудники силовых органов задерживают, всячески репрессируют активистов, которые выходят против устроенной преступным фашистским режимом войны против Украины, активистов, которые выходят в поддержку Алексея Навального или в поддержку других политзаключенных. Так вот, глядя на все на это, я вижу, что большинство сотрудников правоохранительных органов так и не поняли, но они, наверное, не хотят понимать, для чего они пришли в эту систему. Они заблуждаются, думая о том, что, причем преступно заблуждаются, думая о том, что должны почему-то служить именно власти, а не народу и закону. Вот. Вы всего лишь представители власти, опять же повторюсь я, власти, которая должна служить народу, которую нанял народ. Вот. Я примерно понимаю, почему это происходит. Это происходит в том числе и потому, что в системе МВД, ну, в принципе, как и во всех государственных системах в России, но особенно в силовых, выстроена жесткая вертикаль власти. Ну, цель такой системы в том, чтобы подавлять на местах какую-либо инициативу, но также подавлять инакомыслие, зарождение возможных очагов думающих по-другому, вольно думающих сотрудников. Но, в принципе, в этой системе это, как я вижу, сейчас это получается очень хорошо. Я достаточно долго, как вы знаете, прослужил в этой системе, и я знаю, как все там устроено. Да? И вы, наверное, лучше меня знаете, понимаете, что большинство руководителей, которые вами руководят, которые спускают вам приказы и требуют их исполнения, которые требуют отчетов, палок и планов, так вот, большинство этих руководителей, они прекрасно дружат с коррупцией. У большинства из них есть свой бизнес, который оформлен там на родственников, на друзей и так далее. И который они обеспечивают безоблачным существованием благодаря своим должностям, благодаря тому, что их, извиняюсь, жирные задницы сидят уже долго на этих креслах, в этих кабинетах. Помощь народу для таких людей, для таких руководителей находится где-то, наверное, на одном из последних мест. То есть первое, о чем они думают, это прибыль, это влияние в городах, регионах и, то есть, свой собственный бизнес, опять же, напомню вам.
Я могу привести пример из значит, истории моего управления, в котором я проработал долгое время. История управления города Рыбинска. Так вот, бывший начальник управления несколько лет назад был схвачен, так сказать, вышестоящими надзорными органами за одно место, ну, то есть за задницу его взяли, скажем так. Вот. Так вот, после этого не было никакой ни проверки, ни уголовного дела. Ему просто тупо дали уйти на пенсию, сказали: чувак, у тебя пенсия есть, давай увольняйся, иди на пенсию. Так вот, этот человек ушел спокойно на пенсию, устроился на крупное предприятие в нашем городе, получил причем там высокую должность. И буквально недавно, ну относительно недавно, года 3 что ли назад, его поймали все те же самые органы на этом предприятии уже за крупную взятку. Ну там еще был эпизод с мошенничеством, ну от мошенничества он, как говорится, отскочил. Ну, в итоге разбирательство, суд. Ему назначили относительно мягкое наказание. Если сравнивать это с наказаниями, которые получают простые люди, активисты, за неправильно поставленную, по мнению властей, неправильно поставленную галочку, лайк, вот, или какое-то честное высказывание против войны или высказывание в отношении власти. Так вот, если посмотреть на то, какие получают сроки эти активисты, эти люди, тот срок, который получил этот бывший руководитель, просто смешной. Я думаю, что он уже сейчас, в ближайшее время, будет на свободу и продолжит заниматься тем, чем он так любит заниматься. Поскольку человек, насколько я знаю, он ненасытный, и, наверное, он попадется вновь. Другой пример – это руководство полиции моего города Рыбинска. Руководство, которое сидит на своих должностях уже очень-очень долго, я бы сказал, даже преступно долго, и которая имеет свой собственный бизнес, магазины, кафешки там и что-то еще, которое оформлено на родственников. И, соответственно, это руководство просто не хочет, не желает, ну, ему и невыгодно терять то место, на котором оно сейчас сидит. Это я привел в качестве примера просто. Люди, которые находятся у власти в России, они прекрасно понимают, что потеря власти для них – это равносильно потере свободы и потере жизни. Вот. И поэтому они будут держаться за нее любой ценой. Вы, господа офицеры, господа сотрудники полиции, вы являетесь всего лишь инструментом в их руках, инструментом, который необходим им для удержания власти. Соответственно, они вами попользуются, а потом либо выкинут, либо куда-то отбросят. Но вы должны понимать, что большинство из тех приказов, которые вам отдаются этой властью и которые спускаются по цепочке вниз и доходят до вас, так вот, большинство этих приказов – это преступные приказы. А исполнение заведомо преступных приказов – это, как вы знаете, тоже преступление. Кроме того, некоторые категории преступлений, такие как военные преступления, преступления против человечности, преступления против человечества, они не имеют сроков давности. И людей, которые совершают эти преступления, в любом случае рано или поздно найдут. Либо это произойдет через год, либо это произойдет через 2 года, либо же это произойдет через 20 лет. Вас могут поймать даже когда вам исполнится 99 лет. Вас поймают и будут судить честным судом. Вот. Поэтому не забывайте об этом, когда в следующий раз будете исполнять какой-то нелепый преступный приказ. В какой-то момент вам нужно будет сделать уже окончательный выбор, на чьей вы стороне, на какой вы стороне, на светлой стороне, либо же вы на темной стороне. И от этого выбора будет зависеть то, кем вы останетесь в истории, с кем вы будете находиться на полочках истории, либо же вы будете просто гнить где-то на обочине истории вместе с такими же отбросами, как Путин, Гитлер и так далее, либо же вы будете находиться в истории вместе с достойными, порядочными людьми. Еще раз напомню, ваш самый главный враг, ваш самый главный преступник в настоящее время сидит в Кремле. И поэтому, если идти куда-то с наручниками, с дубинками или стабильным ПМом, то только в направлении
Кремля. Говоря еще о системе, да, в которой вы сейчас служите, я хочу сказать, что я прекрасно понимаю, как вы все ненавидите эту палочную плановую систему. Я вас прекрасно понимаю. Вот. Также хочу сказать, что не нужно быть инструментом в руках этих властей. Не нужно беспрекословно исполнять приказы. Нужно как-то сопротивляться. Вот. И я хочу вас призвать, попросить вас. Сопротивляйтесь любыми способами, которые сейчас для вас доступны. Если вы не можете сопротивляться открыто, пока еще время, наверное, не пришло к этому, вы можете делать это, как говорится, в тайне, да? Саботируйте. Это вполне возможно. Вы можете саботировать некоторые моменты, особенно те моменты, когда вас заставляют искать, ловить каких-то активистов, оппозиционно настроенных людей или просто людей, которые, по мнению государства, занимаются инакомыслием. Вот. То есть людей, которых вас заставляют искать, ловить по политическим мотивам. Также, говоря о системе, скажу, что, скорее всего, в ближайшее время я сделаю несколько видеороликов, в которых расскажу о палочной системе, а точнее о категории, о видах палок, планов. Вот. В общем, запишу видео и выложу, обо всем об этом расскажу. И я считаю, что коррупция, которая имеет место в системе МВД, а также то, как устроена вся эта палочная система, те преступные приказы, которые отдаются, значит, все это должно быть предано огласке. Поэтому я хочу попросить вас направлять мне информацию, любую информацию о коррупции в ваших ведомствах, в ваших регионах. Направляйте ее мне. Вы можете ее направить через Telegram-бот, ссылка на который есть у меня в Telegram-канале. Мой Telegram-канал называется «Майор в отставке». Вы можете его найти по ссылке в описании. Я сделаю ссылку. Вот, и там найти ссылку на бот, через который вы можете мне отправить любую информацию. Я постараюсь передать эту информацию огласке. Также вы можете направить мне информацию на зашифрованную электронную почту, ссылка на которую также имеется у меня в Telegram-канале. Вот, и я все это постараюсь опубликовать. У меня на сегодня все. Победа Украине, свобода Алексею Навальному, свобода всем политзаключенным. Всем пока.